Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим знаменитое нью-йоркское печенье с шоколадом и грецкими орехами. Это гигантское печенье весом 170 грамм. Именно таким гигантским оно и продается в знаменитой пекарне. Печенье с хрустящей корочкой, с мягкой тягучей серединкой и хрустящими грецкими орешками и тающим во рту шоколадом. Это очень вкусно! Для начала нужно приготовить орехи. Я их порезала на крупные кусочки, так как они должны чувствоваться в печенье и хрустеть. Также, если с орехов хорошо отходит шелуха, нужно ее убрать. Обязательно это сделайте, так как шелухи удаляется много. В готовом печенье она нам не особо нужна. Итак, в большую чашу кладем масло. Достаньте его из холодильника минут за 20 до приготовления. Добавляем к маслу сахар, тростниковый и белый, но если хотите, можете использовать только белый. И перемешиваем до однородности, можно лопаткой, можно миксером. Затем по одному добавляем яйца. Когда вмешалось первое, добавляем второе. Добавляем соль и ванилин. Теперь в чашу с мукой добавляем разрыхлитель, соду и кукурузный крахмал. Перемешиваем и просеиваем все сухие ингредиенты к основной массе. Все тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось комочков муки. Может показаться, что тесто жидкое, но так и должно быть. Не забивайте тесто мукой, иначе печенье получится жестким. Нам осталось добавить грецкие орехи и шоколад. У меня шоколад плиточный, порезанный на кусочки. Распределяем это все по тесту, перемешиваем. И теперь нам нужно сформировать печенье весом 170 грамм. Как я говорила ранее, оно очень большое и тяжелое. Но, конечно, вы можете сделать печенье меньшего размера. Я сделала еще весом по 85 грамм и покажу вам их в сравнении. Просто формируем шарик, но не сдавливаем его. И таким небрежным его выкладываем на пергамент. Из этого количества у меня получилось 4 гигантских печенья, 6 средних и 1 я сделала из остатков теста. Теперь нужно эти заготовки отправить на час в холодильник. И в это время включаем духовку разогреваться до 200 градусов. Если будете делать печенье меньшего размера, то разогрейте духовку примерно до 180 градусов, а время выпечки можете оставить тем же. Спустя час достаем тесто из холодильника и выкладываем на большом расстоянии друг от друга, так как они сильно увеличиваются в диаметре во время выпекания. Оставшееся тесто снова убираем в холодильник. В моей духовке печенье выпекается 15 минут, но так как духовки у всех разные, время выпечки в вашей духовке может немного отличаться. Готовое печенье должно быть слегка золотистым, с тонкой корочкой. Самое главное не перепечь печенье, чтобы внутри оно оставалось нежным. Достаем печенье из духовки и даем ему остыть 15 минут прямо на противне, так как горячее печенье очень нежное и оно может сломаться. И спустя минут 15 перекладываем на решетку до полного остывания. Мне, конечно же, уже не терпится показать вам, какое печенье получается внутри. Оно еще теплое, но остынув, оно станет внутри более стабильным. Посмотрите, какая тонкая хрустящая корочка снаружи, а внутри она очень нежная, влажная, много тянущегося шоколада и хрустящих орешков. Так аппетитно и очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить это печенье. Приятного аппетита! Всем пока!